Привет, друзья! Сегодня я хочу приготовить легендарный испанский десерт лече фрита или жареное молоко. И заодно проверим этот рецепт, реально ли это вкусно или не очень. Поехали готовить! Лече фрита готовится довольно легко и из самых простых ингредиентов, которые есть почти в каждом доме. В кастрюлю отправляем молоко, примерно 2/3. Остальное молоко нам понадобится чуть позже. К молоку добавляем сахар. Но куда же без него? Это же все-таки десерт. Для аромата добавляем цедру одного лимона. Я ее срезаю с помощью овощистки и прям так ее кладу в молоко. Добавляем ванильный экстракт для аромата и специй. Обычно в классическом варианте используют палочку корицы, но у меня ее нету, поэтому я буду использовать кардамон, который у меня дома нашелся. Не думаю, что это кардинально изменит наш десерт, зато аромат должен получиться очень интересный и не менее невкусный. Отправляем кастрюлю на плиту и нагреваем смесь, но не до кипятка. Когда молоко хорошо нагреется, снимаем его с огня и оставляем его, чтобы он чуть-чуть уменьшил свою температуру и насытился всех ароматов, которые мы добавили: ваниль, лимон и кардамон. А пока у нас молоко уже настаивается, в отдельную миску нам нужно отправить крахмал и добавляем оставшееся холодное молоко. Все хорошо размешиваем, чтобы получилась однородная смесь без комочки. И тоже очень важно, крахмал в никаком случае мы не добавляем в горячее молоко, потому что сразу появляются комочки. Поэтому сначала мы его растворяем именно в холодном молоке, а после этого мы его добавляем к наше горячее молоко. И, ребята, здесь очень важный момент. Яйца в сам крем мы не добавляем. Здесь за плотность отвечает именно крахмал, который мы только что приготовили. Нам нужно получить не обычный заварной крем, а густую молочную массу, которую потом можно будет нарезать и запанировать и обжарить соответственно. И мы практически на финишной прямой. Теперь мы добавляем чуть-чуть соли для баланса вкуса и возвращаем наш сотейник на плиту и варим на небольшом огне. Все это время нам нужно перемешивать, пока масса не станет очень густой. Нам нужен плотный крем, который после охлаждения будет хорошо держать форму. Когда крем готов, перекладываем его в форму, которую я заранее подготовила и застелила пищевой пленкой. Если у вас нет пищевой пленки, можете застелить пергаментом. Разравниваем и накрываем пленкой в контакт. Наш десерт уже практически готов, и если честно, он очень странный, но он очень вкусно пахнет. Самому очень интересно, что получится в конце концов из этого десерта. А теперь нам нужно его отправить на застывание. Где-то на 3-4 часа, а лучше всего на ночь. А после этого я вернусь к вам, и мы продолжим наш рецепт. Друзья, я вернулась, потому что наш крем застыл, и мы можем продолжать ко второй фазе нашего рецепта. Если честно, он очень интересный по текстуре. Данный крем похож на желе, но сейчас я вам покажу его поближе. Нарезаем наш крем с помощью ножа на бруски, размер, который вам нравится. Итак, мы справились с нашего крема, поэтому мы переходим к панировке. Нам нужно разбить 2 яйца в одну из всех мисок, насыпать муку и, соответственно, мы еще будем использовать панировочные сухари. Вы можете взять обычные, но я взяла панку. Это вид японских сухарей, который характеризуется с тем, что при жарке они удерживают меньше масла в себе. Поэтому и само блюдо становится менее жирное. Отдельно, кроме этого, они получаются такие золотистые при жарке и очень хрустящие. Поэтому я предпочитаю их. И отдельно нам в миску надо смешать сахар обычный и корицу, потому что, я так понимаю, в Испании очень любят обволакивать абсолютно все сладости именно в сахар с корицей. Панируем каждый брусочек так. Сначала обволакиваем в муке, потом в яйце и в конце в панировочных сухарях. Получается такая панировка, которая должна дать красивую хрустящую корочку.
Наши брусочки уже готовы, и нам теперь нужно их обжаривать. И здесь есть маленький такой лайфхак. Я очень много рецептов видела в русскоязычном YouTube, где люди обжаривают данный вид рецепта на сковороде с чуть-чуть маслечка. Но это чуть неправильно. Его нужно обжаривать в фритюре, чтобы когда вы его положили, он сразу схватился со всех сторон, схватилась наша панировка и обжаривался равномерно. Поэтому я уже поставила свой а-ля фритюр на плите, чтобы масло нагревалось, и нам нужна температура где-то 120-140 градусов, не выше, потому что если будет выше температура, просто наша панировка не позолотеет, а сгорит. Теперь каждый брусочек отправляем жариться в наш а-ля фритюр, пока не появится красивая золотистая корочка. Готовые брусочки обволакиваем их в смеси сахара и корицы. И наш десерт готов. Ребята, наше жареное молоко готово, и мой вердикт по данному рецепту: это реально очень вкусный десерт. Единственное, мне не понравился сахар сверху, потому что у меня он крупный. Если вы найдете более мелкозернистый сахар, я думаю, что будет самое то и очень вкусно даже будет добавлять изюминку. Десерт. Он очень мягкий, со золотистой корочкой, которая слегка подхрустывает, а сам вкус десерта — это нечто бесподобное. Очень хорошо чувствуются цитрусы, очень хорошо чувствуется кардамон. Поэтому, если вы всегда скептически смотрели на этот рецепт в интернете, то попробуйте. Я думаю, что ваше мнение поменяется. Если вам понравился сегодняшний рецепт, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых вкусных встреч, ребят. Пока!